Это Копенгаген. Один уикенд, один панк-фест и город, который ломает стереотипы. Думаешь, панк — это не твое, и это только для своих? Отчасти ты, конечно, прав. Но кто знает, может, после этого видео ты начнешь жить в стиле «завтра никогда не настанет, поэтому давай кутить сегодня». Да и вообще, как насчет сочетания анархии с красивыми набережными, старинной архитектурой и ощущением свободы? Ну, как минимум до понедельника. Итак, понапринаехавший сегодня в Копенгагене. Понаприехал я сюда на панк-рок, на самом деле, на панк-фест. Но панк-фест начинается вечером, а днем я прогуляюсь по Копенгагену, займусь, так сказать, вторым своим любимым делом после панк-рока. То есть сегодня я буду утопать в любви панк-рока и города Копенгаген. Это travel-блог, но необычный. Это 2 дня, где я был туристом и был свидетелем культурного бунта. Ну или типа того. Присоединяйся ко мне, и, возможно, в конце видео панк-рок станет тебе немножко ближе. Ну, либо ты влюбишься в Копенгаген. Добрался я, короче, из аэропорта примерно за 5 евро до центра. Ходит метро буквально минут 15. Очень даже хэнди, так сказать. Первое впечатление о городе по количеству велосипедов напоминает мне почему-то Амстердам какой-то. Просто везде все на великах, просто у них не то, что там велодорожка, там велошоссе у них, я бы сказал. И первой моей остановкой является Сити-холл и площадь перед ним, что называется Радхусплессен. Да простят меня датчане за мое произношение. Это не просто центр города, это его пульс. По выходным здесь часто проводятся мероприятия, ярмарки, концерты. И сегодня, на удивление для меня, день Таиланда. По этому поводу здесь устроена ярмарка с большим количеством палаток, в которых продается множество тайской еды и различных рукодельных поделок. Также установлена сцена с танцами. Но кому не хватило мест за столом, тайцы не парятся и едят прямо на площади, прямо на земле. Благо сегодня солнечный день и тепленько. Уж очень много народу было в этот день на площади, и я решил сюда заглянуть во второй свой день. И здесь, как оказалось, весь этот маркет уже разобрали. Просто за секунду его как не было совершенно. Совершенно пустая площадь практически. Ну, парочку туристов, типа меня здесь. И все. Видите, вот эта ратуша на заднем плане с замечательными часами, что считают даже планеты, и говорят, более точные, чем атомные, но это не точно. Это огромное внушительное здание построено в 1905 году в стиле северного ренессанса. Надо сказать, много подобных зданий по всей Скандинавии. Можете, кстати, посмотреть у меня на канале видео о Хельсинки, кому интересно. Ну и не забывайте поставить мне лайк и подписаться на этот канал, и обязательно оставить комментарий. Фасад, как видите, украшен множеством деталей, а сама башня высотой 105 метров, и это одно из самых высоких зданий Копенгагена. Что мне нравится в Копенгагене? Вроде бы перед тобой северная строгая ратуша, а вокруг праздник, мультикультурность, и жизнь здесь просто кипит. Будете в Копенгагене, обязательно приходите на эту площадь. Либо поймаете праздник, либо сядете на ступеньках и насладитесь звуками колоколен. Двигаюсь к следующей центровой достопримечательке Копенгагена — Раунд Тауэр. Круговая башня. Там имеется смотровая площадка, и оттуда можно понаблюдать за Копенгагеном с высоты птичьего полета. Башня была построена в 17 веке при Кристиане аж IV. Ни много ни мало. Башня эта служила обсерваторией, причем одной из самых древнейших в Европе считается. Добраться до башни имеется небольшая очередь, придется, видимо, немножко постоять. Очередь оказалась быстро идущей, буквально заняло это у меня 5 минут, и вход стоил 60 местных крон, примерно 10 евро. Сама башня прилегает к церкви. Здесь такое окошко прямо в церкви имеется. Вместо стандартной лестницы вы поднимаетесь по спиральному пандусу, длина которого 200 аж метров. И создан он для того, чтобы можно было въехать на лошади прямо на крышу этой башни. Видимо, лень было им все таскать на себе по ступенькам наверх, и они прямо на лошадях туда въезжали. По ходу движения вы найдете такие вот окошки, где реально можно посидеть и отдохнуть. И полюбоваться городом. И над церковью здесь имеется читальный зал, почему таких размеров, что мама не горюй.
Не знаю, для чего это сейчас используют, но когда-то это был читальным залом. И находится он прямо над церковью. В данный момент, на самом деле, это помещение используют под различные выставки современного искусства, фотографии, дизайна и так далее. И, конечно же, основным моментом этой башни является вид на город с высоты птичьего полета. Острые шпили башен города, ратуши и парламента, шпили церквей и бескрайние красные крыши точно не оставят вас равнодушными. Так что будете в Копенгагене обязательно к посещению. На самом деле, если вы путешествуете на бюджете, здесь есть смотровая башня, на которой можно подняться совершенно бесплатно. Но об этом я расскажу чуть-чуть дальше в этом видео. Буквально в 5 минутах ходьбы от круговой башни находится сказочный замок Розенборг. Только гляньте, какой замок. Прям попадаете во времена Ганса Христиана Андерсена и попадаете прямо в сказочки его. По всей видимости, вот такими вот замками вдохновлялся Ганс Христиан Андерсен, когда писал свои произведения в Копенгагене. Что был построен в 1606 году по приказу короля Кристиана IV, что, надо сказать, был любителем роскоши. И очень много красивых зданий в Копенгагене понастроено именно им. Первоначально это была загородная резиденция, построенная в стиле Ренессанс, окруженная парками и каналами. Ну и со временем, понимаете, Копенгаген-то подразросся, и замок оказался в самом центре города. Внутри самого замка находятся королевские сокровища. Как видите, все распродано. Вовнутрь я не зайду, не посмотрю на сокровища королей и монархов, но и снаружи он выглядит великолепненько. Так что буду наслаждаться визуалом наружным. Ну, как видите, сокровища для меня, видимо, на следующий раз остались. Кстати, парковая зона вокруг замка является старейшим парком в Дании. И горожане очень любят здесь отдыхать. Как видите, кто валяется на газоне, загорает, кто употребляет напитки различные, крепкие, а кто просто играет в какие-то игры. В отличие от постсоветских мест, тут нигде не написано «по газону не ходите», и никто на вас не орет. Ну и минтозавров я здесь тоже что-то как-то не встречал. По дороге в хостел я решил заглянуть за фалафелем в местный кебаб, где ребята, увидев мою камеру, попросили, так сказать, поснимать. И я обзавелся своими, так сказать, датскими операторами. It's 4K. Good quality. Yeah, make falafel. With chili, spicy for him. Yes. Yeah. Oh yeah. Good. Onion. Oh. Bro, where are you from? Russia. But I'm based in Ireland. Ireland. Okay. To him. Kind of immigrant. Mix, huh? Yeah. Thank you, bro. Thank you. Thank you so much. Ciao, Russia. Привет. Привет! Привет. Спасибо! Видите, у меня новые операторы. Thank you. Thank you, guys. Обожаю фалафель и тейковый. Вот, получил фалафельку. Зашел по дорожке в хостел. И время экономишь и ешь. Вот ребята побаловались, поснимали. На самом деле довольно-таки дешево. 50 местных крон. То есть если 30 крон это 5 евро, то это около, наверное, 9 евро. 9 евро фалафель в Дании, в Копенгагене. То есть такой у меня, знаете, есть курс бургера, да, в Макдаке, а у меня курс фалафеля. То есть здесь он 9 стоит. У нас в Дублине, ну, тоже от 9 до 12. Я подозреваю, что в Берлине, наверное, сейчас около 6-7, наверное. Добрался я до своего хостела. Называется Sleep in Heaven. Что переводится «спать в раю». Надеюсь, в этом раю не будет слишком много харпунов, а то придется устроить им храповую битву. И как вы думаете, рядом с чем может находиться хостел с таким названием? Ну, естественно, с кладбищем, где, как оказалось, захоронен главный сказочник Копенгагена Ганс Христиан Андерсен. Чтобы найти Ганса, пришлось покружить по этому кладбищу, но, как оказалось, это кладбище не совсем чтобы кладбище. Вернее, это кладбище, но особенное. Особенно оно тем, что его преобразили в парк. Кто на скейтах катается, а кто на пробежке. Собственно, я прогуливаюсь, а кто-то скроллит, либо читает книжку. То есть такой настоящий парк в виде кладбища при этом. Причем здесь не только Ганс-то лежит, а оказывается и русское кладбище есть. То есть оно и выглядит так, вон, видите, так, по-православному очень. Кресты, и березки даже понасадили. И здесь вроде как скамеечек нет и никто не загорает. Русское выглядит кладбище как аппендикс в этом парке. На этом кладбище, точнее. Вот такие нравы в Дании. Ладно, хватит шарахаться по кладбищам, время панк-рока.
Вообще, честно говоря, первый день панк-рока я пропустил. Вообще, я считаю, в панк-роке пропускать это нормально. Пропустил по неуважительной причине, по причине работы. Вообще, панк-рок — это очень веселое мероприятие. Настолько веселое, что некоторые войны прям устают и берут передышку. Вы можете, конечно, сказать, что эти бравые ребята раздолбаи, алкоголики и наркоманы, но к панк-року, я считаю, это не имеет никакого отношения. Это горе и болезнь общества в целом. И как панк-рокеры не считали бы себя особенными, они являются частью этого общества, и, собственно, эта зараза везде проникает. Но в панк-роке есть святые люди, так сказать, блаженные, straight-edge движение, что зародилось в 80-х годах в Америке. Ребята выступают за отказ от любых наркотиков, в том числе алкоголя, от беспорядочных половых связей, и при этом они еще и веганы. А вот и здесь на фесте у них была, так сказать, лавочка, где можно было хорошо испить приятных и вкусных напитков без алкоголя. Видите, панки бывают разные, даже безалкогольные напиточки херачат. Ладно, это небольшая ремарка была для тех, кто вообще не шарит в панк-роке ни разу. А вот тут вы можете видеть списочек всех банд, что играли в субботу. Отмечу те, что понравились лично мне. Ладрона, наверное, так произносится. Испаноговорящий дебют с женским вокалом и с кучей эха на том самом вокале. Очень мне зашла итальянская банда Gulp, смесь такого дипбита и UK-82. Конечно же, Nuclear Death Terror, уже довольно-таки олдовая банда и месит прям зубодробительный крастец. Конечно, я еще отметил олдовую банду Iron Lung. Ну, хотелось бы сказать банальную вещь. Для тех, кто не в курсе, панк-рок довольно-таки социально активное сообщество, которое не стесняется выражать свое мнение когда угодно и где угодно. Как говорится, если ты не занимаешься политикой, политика в один прекрасный момент начинает заниматься тобой. Мероприятие закончилось около 2 ночи, и я отправился домой, так как у меня были бонапартовские планы встать как можно раньше и поснимать город. Так что я погнал спать. Мой день начался в 6:30 утра. Солнце только что озарило прекрасный Копенгаген. Такие утро, на улице еще не души, а я уже спешу погулять по Копенгагену. Спешу увидеть как можно больше и как можно больше показать, естественно, вам, так как вечером я опять окунусь в хаос панк-рока, времени в обрез. Поэтому я решил воспользоваться метро. Ехать всего 2 остановки от моего хостела, но я сугубо ради экономии времени. Кстати, метро Копенгагена является одним из самых передовых. Поезда здесь ездят без машинистов, и если сесть в первый вагон, можно почувствовать себя машинистом поезда. Одноразовый проезд стоит 24 местных кроны. Бывают также проездные на весь день 80 крон и на 72 часа 200 крон. Дети до 12 лет ездят бесплатно. Выйдя в центре города, вы понимаете, что каждый уголок этого города имеет свою историю. Ну а история этого товарища началась еще вчера и, как видите, продолжается. Ничто человеческое, так сказать, не чуждо. Выйдя из метро, я наткнулся... Таки Королевский театр оперы был построен аж в 1748 году. Это сердце датской классики. Если вы мечтали услышать Вагнера, ты еще в зале 19 века, то я думаю, это правильное место. А вообще я ехал в Нью-Хавен. Нью-Хавен — это старинный средневековый район Копенгагена. Скорее всего, переводится, наверное, как новый порт. Портовое такое, так сказать, сооружение. Небольшой такой канал. И вокруг него старинные здания. А здесь, кстати, проживал Ганс Христиан Андерсен. Но так как это портовое место, здесь в основном тусили моряки. Естественно, было множество кабаков и дамы легкого поведения.
Представляете, Ганс Христиан Андерсен, тот самый сказочник, скорее всего, вечерком здесь выходил, придал в какой-то кабак, выйдя из кабака, подхватывал даму легкого поведения, а утром, выйдя на променад, так сказать, сядя в одном из этих вот замечательных кафе, писал какую-нибудь там, скажем, русалочку. Ну, очень живописный район. Мне напоминает чем-то город Гент. Там район, мне кажется, чуть-чуть слегка побольше и более, наверное, с одной стороны, здания более живописные, но менее красочные. Здесь они очень такие красочные и прям очень чувствуешь Ганса Христиана, этого самого Андерсена. У кого по утрам зарядка, у кого пробежка, а вот видите, здесь человек такой на байдарочке, вот в таком вот районе по утру делает физкультуру. Нью-Хавен – это настоящая визитная карточка Копенгагена. Любой снимок здесь будет выглядеть как открытка и прекрасная память о посещении этого замечательного города. Советую вам сюда приходить утром, пока не набежали туристы и эти самые назойливые блогеры. Кстати, не забывайте подписываться на канал. Нужно же как-то подрасти моему канальчику маленькому. Ладно, бежим дальше, пока туристы не захватили этот город. Также недалеко от этого района находится Крестьяне, куда я сейчас и рвану. Это, так сказать, свободная зона в Копенгагене. То есть там совершенно никакие законы не действуют, и можно творить все, что угодно. Так это задумывалось лет 30 назад. Хиппи тусили в этом районе, и там можно было все, собственно, даже копы туда не совались. То есть и Марию Ивановну курили, и все, что угодно. Но потом, говорят, туда, так сказать, всякая мафия поднахлынула, раз можно все, так и начали не только этим торговать, все такое. Ну и как-то потом, говорят, туда копы прибежали. Короче, мутная история. Короче, говорят, сейчас это просто такая туристическая зона. Но, с другой стороны, говорят, по-прежнему никакие законы там не действуют. Ну, пойдем посмотрим, что это такое. Раннее утро, кафешки еще пустуют. А есть уже хочется. Придется ждать. Ну, мягко говоря, судя по количеству граффити, я начинаю приближаться к той самой Крестьяне. В данный момент 8 утра, в этой самой Крестьяне что-то совсем не души. Но зато я погуляю без туристов. Эта самая Крестьяне находится, так сказать, на острове. У нее прям такая территория, огражденная водой со всех сторон. Поэтому, собственно, такой город в городе. Основан аж в 1971 году. На этой территории раньше располагались воинские части датской, так сказать, армии. Они были расформированы, и эти казармы захватили сквоттеры и хипстеры. Ну, в 70-х никто об этих местах не думал, и как-то подзабило государство на это. Сами понимаете, город разросся, и эта территория находится прямо в самом центре Копенгагена. Причем занимает гигантскую территорию. Здесь нет ни рекламы, ни карающих органов, а люди живут по своим правилам. Вот уже 50 лет. У них свой флаг, свой банк, даже своя футбольная команда имеется. Люди здесь живут в коммуне, и у каждого свои, так сказать, обязанности. Так сказать, сами убираются, сами строят дома и занимаются творчеством и искусством. С одной стороны, они заявляют, что они вне системы, но давайте прогуляемся и посмотрим, что здесь да как. А выводы сделает каждый сам для себя. Ну, вообще, первое такое впечатление складывается, что живут они за счет туризма, судя по количеству лавочек и кафешек здесь. Правда, сейчас утро, и кафешки еще не открылись, но, тем не менее, выглядит примерно так. Но очень артистично здесь все сделано. То есть свобода арта присутствует по полной. Кафешки, бары на любой вкус и цвет. Вот это что-то такое, мне подозрение, что восточная. При этом здесь такая вот гигантская сцена, на которой есть подозрение, исполняют диджеи вечерами, и народ тусит. Так, давайте на цены посмотрим. Кафешка хоть закрыта, но цены уже есть. Ну, на самом деле, цены-то здесь такие приличные. То есть я фалафель брал в городе за 50 местных крон, это где-то 9 евро. Но здесь вот в Крестьяне фалафель стоит 140. То есть в 3 раза больше. То есть практически 15 евро стоит фалафель. Нормально, да, так? Пока у меня такое впечатление создается, что в Крестьяне такое пати-местечко, где все могут кутить, курить травку, бухать, зажигать, оттопыриваться. То есть такое хипстерское место стало. Из хиппи переросло в хипстерское. Ну, такое место свободы, чего же нет там. Кутить и угорать. Но, по всей видимости,
по количеству этих ресторанов, это просто какой-то бизнес просто. И я более чем уверен, что вечером здесь все просто кишит людьми и творится вакханалия. По всей видимости, выгляжу как человек, который знает, где можно купить травы. Уже второй в крестьяне ко мне подошел, явно с легкого будунца молодой человек, и спросил сначала что-то на местном, я сказал, что я не говорю, и потом люди спросили, а где здесь можно травки достать? Мне говорят, я ж турист, говорю, я что-то с камерой хожу, откуда я знаю? Он говорит, ну понятно. Я говорю, ну что, удачи тебе, с поисками, так сказать. И он ушел. Забавно. Просто он, мне кажется, чересчур рано сюда пришел. То есть в 8 утра. Тут, я думаю, все еще спят. Хотелось бы, чтобы вы огласили весь списочек, пожалуйста, что вы считаете жесткими наркотиками, а что нет. Естественно, официальное это учреждение, так сказать, место не признано государством, да, и никакими государствами, то есть, но имеет свои правила, которые часто не совпадают с законами Дании. Раньше здесь открыто продавали траву и гашиш, но на данный момент это выглядит просто как туристическое место и место, так сказать, тусовочки. Ну, естественно, наверное, здесь все-таки во время тусовочки что-то продается. Не зря у меня спрашивали, где можно купить. Одним словом, главное в этом месте это свобода, свобода выражения, свобода в искусстве. Ты вообще тусовочка и молодежь здесь, я подозреваю, зависает только в путь. Вообще классное место, мне нравится. Я бы сам здесь пожил какое-то время. Во многих местах указаны знаки, что съемка запрещена. Ну, я вот немного наглею, как всегда. Надеюсь, мне по голове не попадет. Но здесь пока все закрыто, все, видимо, спят, и всем не до меня явно. Но вообще очень прикольное место в плане куча граффити, все разрисовано просто как хочешь, так и твори, живи, туси и наслаждайся жизнью. Ну, вообще не только оазис свободы, но и оазис зелени. Довольно-таки зеленое место, прямо в центре города. Одним словом, классно. Заходите сюда, будете в Копенгагене, здесь вы точно проведете отлично свой вечер, если вы любите тусовочки. Нахватил здесь все-таки кофейку с круассанчиком. Кофеек с круассанчиком вышел в 10 евро. Итак, знаменитую крестьянию мы посетили, поставили галочку. Двигаемся дальше в направлении к достопримечалкам Копенгагена. А в 2 шагах от крестьяне имеется вот такая уникальная церковь, вот с таким вот куполом и шпилем. Сейчас я попробую туда зайти и забраться наверх, если это возможно. И называется эта церковь Вёрфрайслес Киаге. Да простят меня датчане. Честное слово, в последний раз произношу название этой церкви. Вот, ну честное. Так как церковь является протестантско-лютеранской, вход сюда, естественно, платный. И стоимость этого входа 70 местных крон. Порядка 11 евро. Церковь была построена в 1696 году, во времена Кристиана V в этот раз. По всей видимости, здесь лифт не предусмотрен. Придется пешочком идти, и что-то я уже притомился. Сама башня 90 метров в высоту, и говорят, аж 400 ступенек. Вообще, вид с этой церкви мне нравится больше, чем вид с башни в центре города. Хотя это тоже центр, но отсюда вид куда более шедевральный. Ну вот, я добрался до купола. 90 метров высоты, и отделяет вас от полета вниз такие вот перилы. На которых разойтись иногда очень проблематично. Ну так, если вы боитесь высоты, вас будет потряхивать. Я-то вот ее так не сильно боюсь, но меня потряхивает. И к концу лесенка становится все уже и уже. Собственно, как и шпиль. Можно, в принципе, прикоснуться к шпилю самому. И миссия практически выполнена. И можно идти вниз. Ну так-то, на самом деле, если вы боитесь высоты, я не рекомендовал до самого верха доходить, потому что здесь как-то немножко узковато, тесновато и страшно. Согласна. Да? Очень страшно. Я так-то высоты особо не боюсь, но тут как-то что-то как-то страшновато. На шпиле присутствуют различные наклеечки, и Вася тут был. Я, конечно, люблю арт, но вот на объектах искусства что-то как-то я его не очень уважаю. Внутри, надо сказать, конструкция вся абсолютно деревянная, и лестницы довольно-таки крутые.
Так, обязательно подписываемся на мой канал, ставим мне лайки, делимся с друзьями, так сказать, и комментируем мои видосики. Это очень помогает развитию моего небольшого канальчика. Всем хорошего дня! Вдоль датских каналов пробираюсь к символу датской монархии, дворцу Аленберг. В нем, собственно, проживает вся королевская семья, когда находится в Копенгагене. Во времена Второй мировой войны местный король проезжал по улицам города верхом на лошади, при этом без какой-либо охраны. И, так сказать, стал символом свободолюбивых датчан. Ну, кто как мог, так и сражался во времена Второй мировой войны. Кто-то на лошади ездил, а кто-то в окопах ползал. Ну вот я и добрался до Амаленберг Паласа. Вот здесь на этой площади находится 4 дворца, и все они принадлежат королевской, так сказать, династии датской. Центр монархии ни много ни мало от датской. Построены они, эти паласы, в стиле рококо. Вот там вот позади меня находится мраморная церковь, туда мы пройдем чуть попозже. Но так-то площадь впечатляет, довольно-таки просторная. Паласы, конечно, не особо большие, но, я думаю, довольно-таки вместительные. Я от такого точно не отказался. Построена эта площадь и эти здания в 1750 аж году. А это Фредерик V. На заднем плане памятник ему символизирует монархию, так сказать, датскую. Все эти здания носят названия королей датских. Кристиан VII, Кристиан VIII, Фредерик VIII и так далее. Последнего что-то я не припомню. И Кристиан IX, ни много ни мало. Охраняют это все дело гвардейцы королевские. Очень похожи на британских, только все в синем. В отличие от британских, британские в красном. Изначально дворцы строились как частные дома для знатных семей. Напоминает немного историю Букингемского дворца из Лондона. После пожара во дворце Кристиансборг в 1794 году королевская семья переехала в эти, так сказать, палаты. Для посещения туристов открыт дворец Кристиана VIII, куда вы, как видите, я, собственно, и рванул. Здесь можно увидеть интерьеры, мебель, одежду, фотографии королевской семьи. То есть, чтобы, когда вы будете мутить революцию, чтобы знать, куда идти и четко кого искать. Четко. Музей открыт ежедневно, кроме праздничных дней. Вход порядка 20 аж евро, но при этом до 17 лет вход бесплатный. Имеются скидки студентам. На входе вам выдают аудиогида практически на любом языке. Видеогид очень душевно и познавательно рассказывает вам про историю семьи, так сказать, королевской. Выйдя наружу, я обнаружил церемонию смены караула. Церемония проходит ежедневно, ровно в 12 по полудню. Лучше приходить за полчасика до церемонии, так как народу собирается прям кучка. Не могу сказать, что церемония супер кул, но раз уж вы пришли сюда, то почему бы не подгадать время, чтобы увидеть эту церемонию. Буквально в 100 метрах от площади находится мраморная церковь. Если вы видите эту церковь издалека, она вас просто манит к себе. Она выглядит как что-то не совсем чтобы скандинавское, а скорее похожее на римский пантеон, но в более красочной форме. Официальное ее название — Церковь Фредерика. Строили ее аж 150 лет. Начали в 1749-м, собственно, как и площадь неподалеку отсюда, по приказу Фредерика V в честь 300-летия династии Альденбургов. Но проект оказался настолько амбициозным, что деньжат не хватило, и его заморозили аж на 100 лет. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. В 19 веке, когда деньги появились, достраивать церковь поручили бизнесмену Карлу Фредерику Титьгену, который предложил сэкономить и заменил мрамор на известняк. За эту экономию ему разрешили поставить свою статую неподалеку от Королевской, так что здесь в одном ряду король и капиталист. Божественный дуэт в датском стиле. Кстати, этот капиталист потом открыл Данский банк, что существует и по сей день. Так и сказать, старые деньги. Попасть вовнутрь мне не удалось, так как шла какая-то церковная церемония, но я не расстроился, она и снаружи выглядит великолепненько. Кстати, купол у этой церкви самый большой в Скандинавии, даже превышает купол римского пантеона. Кто хочет узнать больше о Риме, у меня, кстати, на канале есть видео и о Риме. Проходим, смотрим, подписываемся. А сейчас я отправляюсь перекусить, так что вы в скором будущем узнаете цены в Копенгагене на еду. Заглянем еще на одну достопримечалку и отправимся на Панкфест. Мраморная церковь является одной из самых главных церквей
Дани. Добрался я до местечка Бронс, наверное, так называется. Это стритфуд. По крайней мере, они так это называют. Но по мне так не совсем, чтобы стритфуд. Здесь много кафешек, различной кухни абсолютно. При этом и бары присутствуют. И вот такой вот дворик, где можно засесть и посидеть и откушать. Я думаю, здесь, конечно, дешевле, чем в ресторане, но я не думаю, что шибко дешево. Сейчас узнаю. Ну, цены тут такие своеобразные. Короче, 1 евро это 6 датских крон. То есть гирос мне вышел в 100 крон. То есть это получается 15 где-то евро, наверное. Вот здесь такие снеки, видишь, покеболс называется. Цена примерно, наверное, 20 точно, 20 евро за мил. Вот такой вот дворик уличной еды, где 1 мил стоит 20 евро. Ну, я вот купил, который за 15. Ну, вот такой вот стритфуд здесь. Какой здесь только еды нет. Итальянская, сифуд вижу, какая-то тайская, какой-то гриль. Ну вот я сегодня на греческой. Кушаю я сегодня халуми. Гирос не особо большой, но при этом стоит 15 евро. Вообще место довольно-таки туристическое, я бы, не знаю, наверное, не рекомендовал бы его. Но если вы в центре и хотите есть, то сойдет. Туристическое место можно определить по-английски. Все на английском говорят. Это, блин, самая большая роза, которую я видел в своей жизни. Смотрите. До 3-го этажа выросла. Это один куст розы. И я тут что-то подумал, что если здесь множество каналов, почему бы по ним не прокатиться на лодочке? То есть я вот взял тур по каналам Копенгагена. Часовой тур обошелся мне в 180 крон. Даже лень считать, сколько это евро, но 180 крон я потратил на этот самый тур по каналам Копенгагена. Так и решил я посмотреть на город с уровня, так сказать, воды. Сев в лодку, вы сразу оказываетесь в другом Копенгагене. В этом Копенгагене вы не найдете шума автомобилей, суеты велосипедистов, туристов этих назойливых, да и блогеров. Вы попадаете в спокойное водное измерение. С воды город раскрывается совсем иначе. Строгие фасады, мосты, лодки, кафешки различные. Ну и, конечно, архитектура, которая нависает прямо над вами. Видимо, в Дании не часто солнечная погода, и в солнечные дни местные горожане спешат позагорать. Так что большая часть городских набережных усеяна голыми тельцами. Проплывая по каналам, вы иногда заплываете в жилые районы, в которых экскурсовод замолкает и просит сильно не шуметь. Сами понимаете, живете вы, допустим, в доме, а мимо вас ежедневно проплывает человек и еще при этом рассказывает все время одно и то же. Так и кукухой поплыть недолго. Также по ходу экскурсии вы проплываете мимо Крестьяне, которая выглядит прям зеленым-зеленым парком. Естественно, мимо памятника Русалочки, где толпы туристов делают селфи. И вдали виднеется знаменитый мусороперерабатывающий завод города Копенгаген. А почему он знаменит? Потому что выбросы от этого завода буквально просто пар. На крыше завода сделана горнолыжная трасса, по которой горожане катаются зимой. Также имеется скалодром для тех, кто любит полазить по отвесным горам. Причем скалодром один из самых высоких, как минимум в Европе, 85 метров в высоту. Имеются беговые дорожки и парк вокруг. Также имеется смотровая площадка с видом на Копенгаген. Вообще прогулка довольно-таки увлекательная. Экскурсовод много шутит и балагурит. Каналы выглядят великолепно. И занимается эта экскурсия примерно час. Вот он какой разнообразный и живописный Копен, так сказать, его Гаген. Всего в 10 минутах ходьбы от лодочной пристани я оказался у одного из самых значимых зданий Дании. Кристиансборг Палас. Дворец был построен в 1745 году, дважды при этом горел. Построен он был в стиле барокко, а в данный момент он выглядит, в принципе, в стиле барокко с элементами классицизма. Королевская семья, кстати, его тоже использует для различных королевских, так сказать, официальных мероприятий. Но сейчас в нем заседает датский парламент, и здание является символом датской демократии. Также здесь заседает премьер-министр и находится главный суд этой страны. Таким образом, это единственное в мире здание, где объединены все три ветви власти. Здесь можно, я так подозреваю, попротестовать перед зданием, сделать парочку селфи и так далее. Вот тут кто-то манифестует поддержку Палестины. Респектуха всем тем, кто против войн в этом мире. Несмотря на всю официальность,
Кристиансборг остается открытым и очень живым местом для посещения. Я провел здесь 30 минут и понял, что именно в таких местах чувствуется, как история и современность в Копенгагене живут вместе бок о бок. Я тут даже попал на историческую выставку. Телеграммный, так сказать, кризис. Дания была без каких-либо боев оккупирована нацистской Германией, и вот в 1942 году король Дании отправил формальное письмо с поздравлениями с днем рождения товарища Гитлера, а тот, в свою очередь, видимо, ожидал подарков и расстроился. После чего датское правительство ушло в отставку, и, по сути, Германия полноценно стала управлять Данией. Вот такой вот ярый протест был со стороны, так сказать, датчан. Но тут они забыли указать о 6000 датских добровольцев в отрядах СС, что воевали на Восточном фронте на территории СССР. Ну, подзабыли, бывает. В этом пандусе, кстати, можно подняться на башню совершенно бесплатно и посмотреть на весь город сверху, но придется стоять в очередь. Мне что-то пока вот лень стоять эту очередь. Но на самом деле тут и в самом паласе есть где прогуляться и отдохнуть, и насладиться красотой этого здания и вообще парка и всей этой архитектуры. Ну, вообще, очень классное место, мне понравилось. Особенно радует, что в такие официальные места может зайти простой человек и посмотреть, где во время обеденного перерыва прогуливаются парламентеры этой страны. Ну, а я направляюсь дальше на местный рынок немножко перекусить перед шумным вечером панк-рока. Неожиданно для себя набрел на какой-то непонятный рынок, причем он такой крытый довольно-таки выглядит интересно. Пойду вовнутрь, заценю, что там как. Может, что-нибудь себе там прикуплю. Лавочки с трупятинкой, с сыром и с кучей еды. Прям какой-то такой едабельный рынок. Тут что-то все рыбное. Интересная лавочка с кучей сыров. Очень люблю сыры. Какие интересные правила на рынке. То есть сам собираешь пакетик, потом идешь взвешивать и там, собственно, оплачиваешь. Мне даже скидон сделали 10 крон за красивые, видимо, глаза. Интересно такое доверие. Сам накладываешь, пришел потом через там 10 метров и, собственно, заплатил. Затрясся черешней, пойду грызть. Третий день панк-рока начался с велобатла, или даже веловойны, что проходило практически в самом центре Копенгагена. Но перед всем этим делом, чтобы вернуться, так сказать, живым с панк-рока, нужно обязательно зайти в церковь, крестануть, так сказать, помолиться богам, чтобы вернуться живым. Ну и, конечно же, я зашел в церковь Богоматери. Какой матери? Бога матери. Главный кафедральный собор Дании, хотя и не выглядит так фешенебельно, как мраморная церковь. Интерьер простой, светлый, практически минималистический. Внутри находится величественная статуя Христа и апостолов. Именно в этой церкви женятся и умирают короли Дании. А в этой церкви главный акцент на свете и пространстве. А трехметровый мраморный Христос автора Торвальдсена встречает посетителей с распростертыми руками. Итак, Bike War. Это мероприятие стало традиционным на панк-фестах по всему миру. Участники на странных велосипедах, собранных вручную из подручных средств, таких как трубы, мусор и так далее, устраивают сражения. Это может быть просто толкание, разрушение каких-то конструкций, либо турнир на выбывание. Где и как все началось? А началось все, как и многое в панк-роке, с Америки. Американские панки в конце 90-х организовали несколько интернациональных фрик-мутант-байк-клубов, таких как Black Label Bike Club, Red Patrol и многие другие. Они создавали высокие, великие, различные уродские конструкции, устраивали парады и сражения. Это был не только вызов автокультуре, но и проявление анархии и уличного творчества. А почему это появилось на панк-фестах? Да просто это близко по духу любым панк-рокерам. DIY движение, собственно. Бунт, борьба с системой, ирония над собой. Война велосипедов просто идеально встраивается в любую панк-движуху. Шумно, грязно, опасно, но весело. Конечно, это не спорт, а перформанс, который граничит иногда с цирком, а иногда и с травмой. Одним словом, это уже стало традицией, и ни один панк-фест не проходит без этой битвы велосипедов. Это своего рода панк-ритуал, где нет правил, кроме одного. Твой байк должен выглядеть еще более странно, чем ты сам. Это протест против норм, логики и скуки. Чем мне нравится этот фест, что он настоящий такой DIY панк-фест.
Нет никаких спонсоров там, Пепси, Кока-Колы, Егермастера, там какого-нибудь пива или государственных спонсоров в виде товарища майора в толпе. Нет, то есть есть абсолютный тотальный DIY, тотальный DIY-ные панк-банды. Одним словом, тру-тру-тру. Пойду потру, так сказать, на панк-фесте сегодня. Хоть фестиваль и DIY-ный, но очень хочется отметить организацию. На входе все чики-пуки, в различных барах, коих здесь штук 5, наверное, тоже очереди не совсем чтобы большие. В принципе, можно быстренько получить напиток. Также организованы своеобразные кафешки с веганской едой. То есть можно нахватить веганский бургер, что я, собственно, и сделал. Ну ладно, не одними великами панк-рок, так сказать, живет, но и музлом. Или шумом, или шумным музлом, ну что-то в этом духе. Сами понимаете, в панк-роке не без пропускания групп, поэтому первые две я пропустил. В моем личном списке первой бандой оказалась группа Futura из Лос-Анджелеса. И играет своеобразный шумный панк-рок. Да и вообще, второй день начался с, так сказать, более легких банд, более панк-роковых, чем хардкоровых. Следующими на сцену вышла австралийская группа Vampire. Не думаю, что они к вампирам имеют отношение. Ну, такой панкешник. Так сказать, не мое музло, конечно, но вот какое есть. И тут появилась банда Necron 9 из Милуоки. Надо сказать, братва порадовала своим хардкором. Быстро, мощно и прямиком вам в жбан. Что, собственно, и требовалось. И тут неожиданно появилась группа Коридор из Загреба. Почему неожиданно? Потому что это пост-панк. Уж тотально не мое музло, хотя Killing Joke я люблю послухать иногда. Ну и напоследок организаторы нам оставили две бомбы. Греки из Афин, группа под названием Плектанг. Надеюсь, я правильно это произнес. Ну дали просраться, ребята. Ну и завершали этот мягкий, нежный вечер ребята из Америки, из города Ричмонд, Public Acid. Такие шум шумов. Помните вчерашнюю вакханалию здесь с битвой на великах и небольшим концертом? То есть вот здесь вот все было забито панк-рокерами, помните? Теперь абсолютно чисто. Это утро следующего дня. Вот мне интересно, в вашей деревне, если устроить такой адский панк-рок на улицах города, как быстро появится ОМОН, во-первых, и всех повяжет. Да и вообще, возможно ли такое провести? Вот здесь, как бы, в Копенгагене вполне возможно. Ну и панк-рокеры, как видите, идеально убрались после себя. То есть, респект и уважуха. Напоминает о вчерашней вакханалии только флаг Палестины. Моя личная респектуха всем тем, кто выступает против войн на этом свете. Прощаюсь, Кейптаун. Очень понравился фест, такой DIY, прям по-домашнему себя чувствуешь на нем. Очень крутой. Я надеюсь сюда вернуться в следующий год или через год.
как там карты лягут, видно будет. Но мне очень понравилось здесь, так что обязательно вернусь. За последние 2 дня я удачно тряхнул стариной, благо кокохом старина не отвалился, удачно подоглох, забыл беруши дома. Вы, если будете посещать шумные места, не забывайте пользоваться берушами. Копенгаген как город замечательное место, очень много красивых и живописных мест, всяких палосов там королевских и так далее, канальчиков, по которым можно удачно прокатиться. Но есть один единственный минус, он, собака, очень дорогой. То есть бутылка воды выходит 4 евро, проезд на автобусе 3,74, где-то так, евро. То есть, как бы, лучше ходить пешочком. Ну, благо, он такой небольшой город, и если вы даже недалеко от центра остановились, то, собственно, будет все ништяк. Ну, а если вам понравился этот видосик, проходите на канал. Там очень много у меня видео с разных уголков света. И делитесь моим видео с друзьями, ставьте лайки, комментируйте обязательно. Огромный вам респектух, что досмотрели до конца. Увидимся скоро в новых видео. Всем хорошего дня, а я погнал в аэропорт. Благо, до аэропорта буквально тут 20-30 минут на метро.